Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Тортомания! Сегодня я покажу, как собирать вот такой большой цветок из вафельной бумаги на торте. Кроме этого, вы сможете увидеть схему сборки броши для сердцевинки данного цветка. Также напоминаю, что вся важная информация есть в описании под видео. Приглашаю подписываться на нашу кондитерскую группу в Телеграме. Наши выпуски выходят на Рутубе и ВКонтакте. Для данной броши лучше использовать рисовые шарики, обкатанные в глазури, так как они легкие. Более крупные шарики и мелкие шарики с жемчужным покрытием, а также нам понадобятся серебряные шарики. Чтобы легче было работать, все размеры напишу в описании под видео. Для основы будем использовать сахарную мастику. Можете взять любую, покупную, домашнюю. Для начала скатываем вот такой небольшой шарик и теперь прижимаем ладошкой, фиксируем на силиконовом коврике. У нас должен получиться вот такой круг, немного выпуклый. Хорошенько разравниваем поверхность, чтобы он был максимально круглым, ровным. Это будет у нас за основу, мы здесь будем собирать брошь. Размер этого круга 4,5 сантиметра. Намечаем центр шарика. Для подклейки съедобного бисера используем пищевой клей. Смазываем немного клеем, приставляем и слегка вдавливаем. Намечаем второй ряд для бисера. Чтобы получился ровный круг, ровное количество, намечаем сначала 4 точки, хрест-навхрест. После этого делаем оттиски вокруг. Также смазываем клеем и приклеиваем уже серебряный бисер. Слегка прижимаем, как бы вдавливаем, чтобы бисер хорошо зафиксировался на основе. Делаем оттиск под следующий ряд. Хочу предупредить, что пищевой клей не сразу схватывается, поэтому нужно работать осторожно. Берем снова большой бисер. Слегка прижимаем пальцами, вдавливая и фиксируем на основе. Теперь переходим к самому мелкому бисеру. Его мы клеим просто на основу. Вокруг каждого большого бисера с расчетом 5 штук маленьких. Ждем минутку-полторы, чтобы бисер немного схватился, и также слегка прижимаем пальцами. Дальше опять намечаем углубление. И также по кругу выкладываем бисер, перед этим смазав клеем. Пальцами слегка вдавливаем, чтобы все хорошо держалось и у нас ничего не отлетело. Опять переходим к мелкому серебряному бисеру. Здесь мы прикрепим по 3 штуки, без вдавливания, просто на клей. На этом этапе рекомендую оставить буквально на 2 минутки, чтобы бисер схватился, потому что последний ряд будет немного как бы сбоку крепиться, и чтобы ничего не отпадало, надо подождать, чтобы бисер приклеился к основе. Под последний ряд делаем углубление и приклеиваем бисер. Теперь нужно ее оставить на несколько часов, чтобы все хорошо приклеилось и чтобы можно было дальше с ней работать. Можем еще добавить блеска. Для этого используем жемчужный кондурин. Просто кисточкой пройдемся немножко и добавим блеска.
Все, теперь точно наша брошь готова. Пускай ждет своего времени. Для лепестков цветка мы используем тонкую вафельную бумагу. Это 0,4 или 0,7. На этот цветок, так как он очень большой, у меня ушло 2,5 листа. Это формат А4. Разрезаем сначала лист напополам, складываем и вырезаем тонкие полоски. Можно еще даже тоньше, чем у меня. Можно брать там до сантиметра. Значит, полосок нам понадобится много. И теперь будем собирать каждый по отдельности лепесток. Сначала я покажу, как сделать боковой, то есть с наклоном на бок лепесток. Смотрите, я для этого лепестка взяла 10 штук, по-моему, отрезков. Но чтобы сделать лепесток более пышным, как бы более наполненным, можно брать больше. Это уже на усмотрение. Я взяла 10 полосок. Сначала склеиваем все полоски в одном конце, друг на друга. Прикладываем друг к другу и просто склеиваем. Используем обычную воду. Это у нас будет верх лепестка. А теперь самое главное, нам надо подклеить так, чтобы сформировать сам лепесток. Начинаем с крайней полоски. Первая полоска у нас как бы более ровная, а следующую мы немножко поднимаем вверх. Тем самым у нас получается легкий изгиб в одну сторону. Приклеиваем водой. Каждую следующую полоску слегка смещаем вверх. Все последующие полоски приклеиваем таким образом, чтобы образовалось небольшое пространство между полосками. И таким образом у нас получится вот такой лепесток, можно сказать, как бы боковой лепесток. Теперь обрежем верх лепестка и переходим к следующему лепестку. В этот раз будем делать центральный лепесток. Для центрального лепестка я взяла немного побольше, я уже не считала, там штук 14-15. Приклеиваем сначала 2 полоски. Каждую последующую полоску, которую мы приклеиваем с 2 сторон, смещаем на несколько миллиметров вниз. И этот лепесток мы начинаем формировать его из центра. Сначала приклеиваем 2 центральные полоски, а потом боковые. Таким образом у нас получится лепесток вот такой формы, как бы центральный. И так как я цветок буду формировать на макете, а макет покрыт шоколадом, основание лепестков нужно изогнуть таким образом, чтобы мы могли приклеить лепесток плашмя к торту. Вот такие изгибы нам нужно сделать, чтобы прикрепить лепестки. Для данного цветка нам нужно изготовить более узкие лепестки, центральные, боковые, в общем разные лепестки в количестве от 9 до 11 штук, чтобы получился богатый красивый цветок. После того, как мы сделаем все лепестки, можем приступать к формированию цветка. Сначала нужно сделать на броши небольшое углубление, чтобы с помощью шоколада прикрепить ее на покрытие и чтобы весь цветок хорошо держался. В данном случае торт обязательно должен быть немного подморожен, чтобы шоколад быстро схватывался и чтобы лепестки сразу приклеивались хорошо к торту. Наносим у основания лепестка немного шоколада, приставляем, придерживаем и отпускаем. Лепесток должен держаться.
Таким образом формируем цветок и в конце крепим по центру брошь. Также с помощью шоколада. Немного дольше, чем лепестки придерживаем, потому что она тяжелее. Здесь больше шоколада и нужно больше времени, чтобы она зафиксировалась на боку торта. Ну вот и все. Удачно все приклеили. И цветок получился у нас такой интересный. Обратите внимание на форму лепестков, о чем я говорила уже раньше. Видите, здесь у меня и узкие лепестки, боковые, и центральные. Это надо все чередовать. Надо сказать, что такой декор не требует особых навыков и не требует много времени. Надеюсь, что эта идея придется вам по душе. Жду вас в следующих выпусках. Всем пока-пока.